Маленький медвежонок оказался придавлен огромным поваленным деревом. Тяжелый ствол буквально прижал его тело к земле. Он едва дышал, и с каждой минутой его крики становились все слабее. Рядом металась его мать, огромная белая медведица. Казалось, что смерть уже близко, но тот, кто пришел на помощь, даже не подозревал, что через несколько секунд ему придется стоять лицом к лицу с разъяренной матерью. Марк и его команда много лет патрулировали северные леса, но никогда не слышали ничего подобного. Осторожно продираясь через заросли, они ожидали увидеть гризли или волка. Но картина, открывшаяся перед ними, поразила их. Огромная белая медведица металась вокруг поваленной древней сосны. Ее светлая шерсть резко выделялась на фоне темной земли и хвои. Она оказалась далеко от льдов, куда ее, вероятно, вытеснили изменения в природе. Увидев людей, медведица не напала. Она на секунду замерла, посмотрела им в глаза, затем побежала к дереву и оглянулась, словно звала их за собой. Под корнями сосны, вырванной недавней бурей, рейнджеры увидели причину ее отчаяния. Маленький медвежонок был прижат массивным стволом. Похоже, он пытался взобраться на дерево, но ствол сдвинулся и придавил его тело. Малыш почти не кричал, силы покидали его. Земля вокруг была изрыта, а лапы медведицы покрыты кровью от безуспешных попыток освободить детеныша. Марк встретился взглядом с медведицей и на мгновение почувствовал, что между человеком и зверем исчезла граница. В ее глазах была та же паника, что и у любого родителя. Она словно понимала, теперь жизнь медвежонка зависит от людей. Марк приказал действовать осторожно. Бензопилу использовать было слишком опасно. Шум мог спровоцировать медведицу. Он решил применить лебедку грузовика и систему деревянных рычагов. Медведица внимательно следила за каждым движением и отошла всего на несколько метров, будто доверяя людям. Рейнджеры подложили балки под ствол, создавая опору. Дерево скрипело, и каждый звук заставлял медведицу нервно напрягаться. Марк был уже рядом с медвежонком. Напуганный малыш пытался кусаться, не понимая, что ему помогают. Ситуация была крайне опасной. Если он укусит Марка, мать может воспринять это как нападение. И вдруг произошло нечто удивительное. Медведица резко зарычала, коротко и властно, словно отдавая команду. Медвежонок мгновенно перестал сопротивляться и замер, тихо поскуливая. Казалось, она велела ему довериться людям. Лебедка натянула трос, и огромный ствол начал медленно подниматься. Когда кровь стала возвращаться в лапы, медвежонок вскрикнул от боли. Это был самый опасный момент. Медведица шагнула вперед, но Марк не отступил. Когда дерево зависло на натянутом тросе, Марк быстро протянул руки, схватил медвежонка за шкирку и мощным рывком вытащил его из ловушки. Команда ослабила трос, и тяжелый ствол с глухим ударом рухнул обратно на землю. Марк отнес малыша на мягкий мох. Несколько секунд в лесу стояла тишина. Медведица спокойно подошла к детенышу и начала нежно вылизывать его мордочку, проверяя лапы и подталкивая встать. Медвежонок дрожал, но смог сделать несколько неуверенных шагов. К счастью, серьезных травм не было. Затем произошло то, что Марк запомнит на всю жизнь. Медведица оставила медвежонка и подошла к рейнджерам. Один из мужчин потянулся за спреем, но Марк остановил его. Медведица остановилась в нескольких метрах, поднялась на задние лапы и посмотрела на людей. Затем ее взгляд остановился на Марке, и она медленно кивнула головой. Этот жест был настолько понятным, что у закаленных лесников выступили слезы. Это было ее молчаливое спасибо. Медведица опустилась на 4 лапы, подтолкнула медвежонка и повела его прочь. Две белые фигуры постепенно исчезли среди темных деревьев, направляясь на север. Рейнджеры еще долго стояли в тишине. Они вышли на обычный патруль, но стали свидетелями редкого чуда, момента, когда доверие и сострадание стерли границу между человеком и дикой природой. Через несколько недель Марк обнаружил у станции свежего лосося рядом со знакомыми медвежьими следами, будто тихий знак благодарности. Позже стало известно, что медведица и ее подросший медвежонок благополучно вернулись к северным льдам. Эта история напомнила всем: иногда доброта и доверие способны соединить даже самые разные миры.